Друзья, приветствую вас! Это утренний обзор. Давайте рассмотрим текущую ситуацию, а также какие движения предполагаются сегодня с утра по нефти, рублю, доллару, евро, золоту и, конечно же, серебру. Так, календарь событий. Но сегодня вроде не так много статистики и ожидаемых событий. Давайте начнем с позиций на форсе ММВБ, что исходя из этих позиций ожидается. Итак, фьючерс на РТС. Здесь, исходя из изменения позиции юрлиц, ожидается рост фьючерса. Сбербанк. Здесь также ставка на рост Сбербанка. Так, а вот Газпром. По Газпрому нарастили короткие позиции. Но с Газпромом мы чуть попозже отдельно разберемся, что там происходит. Я думаю, что все-таки либо боковик, либо рост по Газпрому. Норникель. Здесь юрики делают ставку на снижение Норникеля. Далее, сишка, российский рубль против доллара. Ну, здесь ставка на то, что российский рубль будет к доллару сегодня укрепляться с утра. Евро-рубль. Аналогично. Ставка на то, что евро будет слабнуть к рублю, то есть рубль будет укрепляться. Евро-доллар. А вот здесь юрики сделали ставку на то, что евро будет ослабляться к доллару. Немножко противоречивая картина. Так, далее. Ну вот серебро, которое очень активно всех привлекло в последнее время. Здесь юрики делают ставку на то, что серебро продолжит рост. Друзья, обращаю внимание, что вообще серебро актив не такой ликвидный. Вот, и поэтому здесь лучше в те игры, которые пошли, не залезать. Золото. По золоту делаю ставку на то, что золото будет либо снижаться, либо в боковике. Нефть. Здесь юрики снизили лонги, соответственно, они ждут снижения нефти. Сейчас мы по графику посмотрим, насколько это так. Так, друзья, вот Baltic Dry продолжается снижение стоимости морского фрахта. Это говорит о том, что неблагоприятное воздействие на мировую экономику идет. Так, далее китайский фондовый индекс CSI 300. Здесь идет отскок. И, соответственно, то есть он, получается, вниз не пошел. Все-таки он развернулся не... Вот это движение, оно, наверное, все-таки было ложным пробоем вниз. И сейчас мы наблюдаем, что он пытается удержаться вот в этом диапазоне в новом. Вот. Соответственно, если не будет повторного захода вниз и пробой 5280, это позитивный момент, значит Китай, соответственно, продолжает восстанавливаться, и его экономика так или иначе будет либо расти, либо удержит текущие позиции. Вот. Ну, вчера вышла не очень хорошая статистика по Китаю, но сегодня, вот, видимо, что-то его вверх подтолкнуло, несмотря на эту статистику. Так, ну и далее S&P 500. Ну, здесь тоже отличная картина. Несмотря на то, что вчера был провал и ушли значительно 3700, сегодня идет попытка выйти из этого диапазона провального и вернуться на 3870. Друзья, обращаю внимание, я вот считаю, поскольку ключевые уровни были пробиты и поскольку пошел рост по Виксу, выход выше 30, то в любой момент вот все это движение, оно может отсюда откатиться и начаться более существенный провал движения на 3550 и далее вниз. Единственное, я думаю, еще какое-то время вот эту ситуацию будут поддерживать, и провал такой вот реально он произойдет чуть позже. Вот, и точно, конечно, дату, когда вот все это рухнет, никто предсказать не может. Так, далее индекс доллара, тоже дневной таймфрейм, но здесь он сегодня консолидируется в районе 91. Вот у него запас хода до 91,5 остался еще 0,5%. Если будет пробой, то, соответственно, это будет говорить о том, что рынки могут в любой момент сыпануться. Вот. Но на самом деле, я думаю, сейчас здесь какая-то статика будет. Вот у меня такое ощущение, что выше 91,5 пока ему идти не дадут. Вопрос только, насколько долго это пока продлится в текущих условиях. Так, далее нефть, Brent. Соответственно, здесь у нас позитивная динамика. Сегодня идет попытка протестировать 57.42. И в случае пробития и закрепления мы увидим движение на 60 сегодня-завтра. Так, ну и вот на часовом таймфрейме перешли мы на новый энергетический уровень. Сейчас идет попытка закрепиться выше 56,7, 56,65. Если эта попытка увенчается успехом, то нас в ближайшие дни ждет продолжение роста на 60.
Юрики сделали ставку против нефти. Я думаю, это связано с тем, что хеджируются какие-то позиции в иных инструментах. Но и на текущий момент растущий тренд на нефть, он будет сломлен в том случае, если отсюда происходит откат и будет пробитие 56,1. Если такого пробития не будет, все это движение наиболее вероятно будет приводить к набору позиций, может быть какие-то коррекционные откаты небольшие. И здесь уже цель движения находится на 60. Так, далее золото, часовой таймфрейм, чикагская котировка. Здесь смотрите, какая ситуация. У золота есть поддержка, это 1854, 1851, вот этот диапазон. Если в ближайшие часы эта поддержка не пробивается, у нас вот уже пошел набор позиций, и мы увидим отскок от текущего значения. Цель этого отскока будет заход на 1870, и в случае пробития 1873 уход на 1882. Если здесь все-таки будет добой 1854-1851, то нас ждет откат, цель которого 1842. Пока я здесь вижу больше доводов к тому, что по золоту идет набор позиций и будет дальнейшее движение наверх. Так, друзья, далее серебро, 4-часовой таймфрейм. Здесь сейчас идет донабор позиций, который наиболее вероятно отсюда приведет к выходу вверх и тестированию 30 и дальнейшему росту. Вот, но я хотел бы вас предостеречь и с серебром все-таки не играться. Почему? Вопрос в том, что инструмент не очень ликвидный, в нем пошли такие значительные движения. В любой момент, даже если цена пошла в вашу пользу, вы можете оказаться в состоянии проскальзывания, когда счет вырос, но в какой-то момент что-то пошло не так, и то ли не успели закрыть, зафиксировать прибыль, то ли заявка проскользнула. Вот, поэтому, с моей точки зрения, это достаточно рисковая игра, хотя должен заметить, что наиболее вероятно сейчас отсюда пойдет тестирование 30,4, пробой и уход в район 33-35. Текущее движение вверх не состоится, если сейчас происходит откат и идет пробитие 28. 28 здесь определенная демаркационная линия, пробой и закрепление под которой приведет к тому, что весь этот рост сломается. Вот. Но мы с вами видели, как в последнее время проходили выносы. Здесь, в общем-то, выносом пока не пахнет. То есть, произошел некоторый отрыв, уход наверх. Но вынос будет, когда пойдет движение на 35 и выше. Вот тогда действительно разовьется очень сильный вынос. И после 35 может сразу очень быстро наступить 50. Обращаю внимание, сейчас это очень рисковый инструмент. И в такие вещи, с моей точки зрения, лучше не лезть вообще. Так, далее RGBI, российский индекс ОФЗ. На дневном таймфрейме здесь интересная информация по факту того, как было вот это чудовищное падение. Вот эта буферная зона, которая располагается от 150,1 до 150,8, она, судя по всему, сработала. И если не пойдет повторного движения вниз и пробой этого диапазона, мы отсюда увидим отскок. И первая цель движения будет 151,7. Рост индекса RGBI, позитивный сигнал для рубля. Так, друзья, далее евро-доллар, 4-часовой таймфрейм. Российские юрики делают ставку на падение евро против доллара. Я вот после того, как 1.21 пробили, не верю в силу евро. На что хотел обратить внимание. Мы сейчас подошли к сильному уровню для евро-доллар. Это 1,2055, 1,25. Если вот это значение в ближайшее время не будет пробито и не пойдет под ним проторговка или не пойдет сразу пробой на объемах и движение вниз, то у нас здесь все условия для того, чтобы произошел отскок. И цель для этого отскока движение на 1,2140, вот сюда вот. Поэтому сейчас на утро, если не будет пробоя вот этого диапазона, у нас по евро-доллару произойдет отскок и движение, цель которого 1,2140. Текущая ситуация на рынке такова, что возможно ставка юриков, она
в плане движения котировки цены неправильная, с моей точки зрения. Тут все указывает на то, что пойдет отскок и движение наверх, как минимум краткосрочный. Поэтому ставка юриков на ослабление евро против доллара, либо они в дальнейшем ожидают, сегодня, там, завтра пойдет снижение все-таки евро. Такое вполне может быть. Либо это хеджирование каких-то позиций в иных инструментах. Так, друзья, далее рубль-доллар, USD Tomorrow, дневной таймфрейм. Вчера мы начали, вначале было открытие со снижением, потом развился рост. Вот, но тем не менее, вот это движение, которое было в понедельник, оно не очень уверенно. В нем нету энергии, которая бы показывала, что пойдет в ближайшее время движение на 77.35. Даже более вероятно, что мы сейчас увидим коррекционный отскок и укрепление рубля, цель которого будет 75.6 в этом инструменте. Так, ну вот часовой таймфрейм. Здесь, если у нас не развивается движение наверх и пробитие 76.35, 76.4 вот этого значения, то нас ждет отсюда движение на укрепление рубля. Цель этого движения 75.5, вот сюда, вот в этот диапазон. Я все-таки склоняюсь к мысли о том, что сейчас больше факторов будет указывать на то, что рубль укрепится против доллара и действительно разовьется движение на сегодня, у которого есть цель, это 75.3. Если будет пробой 75.3, 75.2, то мы очень быстро можем увидеть 74.5. Такое движение, я думаю, сегодня будет маловероятно, потому что это значительная волатильность в рубле, и эту волатильность, я так думаю, будут гасить. Вот. В том случае, если с утра что-то пошло не так и будет пробитие 76.2, 76.3, то мы с вами уже сегодня можем увидеть тестирование 77.35, там сильный инверсионный уровень. Но все-таки, мне кажется, более вероятно, что здесь будет какой-то отскок и откат сейчас с утра и укрепление рубля. Так, друзья, далее евро-рубль, Tomorrow, дневной таймфрейм. Здесь у нас в евро-рубле наметился боковик в диапазон движения 91.13, 92.13. Сейчас давайте перейдем к часовому таймфрейму, чтобы понять, что происходит. Так, ну вот часовик указывает на то, что пойдет движение наверх на 92, и евро к рублю будет укрепляться. На самом деле, я думаю, вот здесь картина следующая. Если с утра мы получаем пробитие 91.65, то развивается движение на укрепление рубля. Цель этого движения будет 91.3, 91.2, вот этот диапазон. Если такого пробоя здесь не происходит, то нас ожидает отбой и движение. Цель этого движения в ближайшей среднесрочной перспективе 92.3, вот сюда вот. На самом деле технически здесь картина указывает на укрепление евро, то есть на рост евро против рубля. Но с учетом роста нефти и других обстоятельств, я думаю, более вероятно движение вниз и укрепление рубля с утра на открытии цели 91.3, 91.2. Друзья, все основные инструменты. Спасибо за внимание.